Ребята, давно не виделись, я уже вернулась с зала, пообедала и наконец-то решила снять недельный влог с Германии, как студентки по Эрасмусу. По идее, у меня это было уже очень давно в планах, но никак это не получалось организовать. Но сегодня настал тот день, потому что я думаю, если не сегодня, то уже никогда не получится, так как я уже улетаю в августе. Ну а сейчас у нас будет какой-то фестиваль, летний фестиваль в университете, поэтому давайте сделаем волосы. Я уже немного накрасилась, мне лень слишком много краситься. Я, кстати, недавно купила вот эту популярную плойку, наверное, типа брашинг плойка, которая от Wavy Talk. В принципе, мне нравится, как человек, который ничего не умеет делать с волосами. Это вообще спасение. Пока буду делать волосы, хочу немного рассказать вообще про учебу в Германии. В принципе, мне очень сильно понравилась учеба тут. Я хотела бы здесь остаться, но, к сожалению, не могу. Так как, знаете, тут очень много практики. И мне кажется, может быть, из-за того, что я выбрала предметы, которые реально мне симпатизируют, очень много, например, маркетинга взяла, может быть, из-за этого мне просто все нравится. Потому что в Италии я обучалась именно прям, знаете, бухгалтерии, финансам, очень много математики, а тут я ни одной задачи не решила. Так, я надеюсь, что вы не будете меня сильно осуждать то, как я делаю свои волосы, потому что, как я говорила ранее, я в этом не эксперт. Я вообще не умею делать. Так что смотрю меня, осуждаю. Кстати, я уже успела сдать один экзамен, который был в виде проекта. Нам нужно было создать бизнес-план на любую какую-нибудь идею, и мы его продвигали, и нужно было делать так, чтобы наш преподаватель захотел в нас инвестировать. В принципе, я думаю, у нас получилось, так как он дал нам достаточно большой балл. Вы знали, что в разных странах Европы по-разному даются оценки? Я вот тут не знала. У меня вообще было сильное удивление, когда я узнала, что в Италии оценки даются с 18 до 30. Типа 18 это минимум, а 30 это максимум. И тут я думала, что будет, скорее всего, хотя бы что-то похожее, но это что такое? Тут оценки немного странные, я забыла, честно, какие именно были, но там типа 1,7, 1,9, 2,5, вот какие-то непонятные оценки. А в Португалии же там у них с 0 до 20, 20 это типа максимум. А в Болгарии у них просто с 0 до 3, кажется, я уже забыла. Не пошли на первую церемонию, потому что это было бы в церкви. Из-за этого мы пришли просто попить кофе и пойти на вторую церемонию, которая будет в какой-то кофейне или баре, мы не поняли. Но сейчас пойдем. Опять пошел дождик. Come say hello. Wanted to get really close. We were taking it slow. Needed to get to know you. No need. Cause right now you're one in a few. But I don't know what to do. I think I want you. I'll put you under review. Сегодня я целый день училась, и через полчаса у меня начнется урок, онлайн-урок, поэтому я должна пойти домой и подготовиться. Но через полчаса также начнется одно мероприятие под названием Buddy Program is Closing. Типа у каждого студента интернационального был buddy-партнер, который помогал ориентироваться по университету, так сказать. Если были какие-то вопросы, то ты мог обратиться к своему определенному партнеру, который мог помочь решить тебе все твои вопросы.
Добрый день! И сегодня я уже успела сходить в университет, поделать наш групповой проект. И пока я сейчас готовила себе обед, я познакомилась со своей новой соседкой, которая только недавно приехала. Ну, по идее, как вы знаете с моего предыдущего видео с рум-тура, она приезжала раньше меня, оставила все свои вещи, но ей пришлось уехать обратно к себе домой, в Китай. И сейчас она только вернулась, но, к сожалению, она опять уезжает, но уже насовсем. Поэтому она решила мне дать все свои продукты, которые у нее там были. И самое интересное, что она мне дала, это вот... Ну, короче, вот этих штук она мне дала 10 штук где-то. Еще вот такое вино, именно для мяса. Также вот такую штуку, я забыла, что это такое. Кажется, она сказала, типа, просто vinegar с ginger, имбирем. И еще вот такую лапшу, мне кажется, она будет самая обычная, ничего такого. Давайте пройдемся, что тут находится вообще. То есть первое, это сама лапша, она сделана из риса, то есть по типу рисовые спагетти получается. Дальше это получается сам соус вот такой. А это с чили. Ну, я люблю острый, так что пойдет. Это тоже какой-то опять винегар. Очень много соусов. Тут у нас получается тофу с бобами. А тут грибы, морковь и еще какие-то лук и что такое. И последнее у нас капуста. Я думаю, что это квашеная капуста, потому что выглядит как будто вот так. Ну а сейчас мы пойдем в университет, чтобы покушать бесплатное мороженое. Это происходит, короче, из-за мероприятия Coffee Hours. Он проходит 2 раза в месяц. В прошлый раз у нас была арт-терапия, а сегодня мороженое. По идее, я туда иду только чтобы покушать бесплатных вкусняшек, так как там очень много пирожных, булочек каких-то, сладких, там шоколад, макалат, короче. No, you're not treating everyone like that. No way you're eating just anyone like that. What a good view, looking at you do what you do. It's worth the wait if it's anything like that. Been a while, but the memories on tap. Kick up. Короче, людей пришло чуть меньше, чем ожидалось, поэтому нам дали вторую часть еще. Добро пожаловать. So, клубника и диня. Fragola, vanilla con nocella. Do I need to say in English then? Can you teach me French? Oh yeah, yeah. French. Like, I don't know what it is. I think... C'est fraise quoi? What the fuck? Fraise? Oh my gosh! No, with the R. That, oh my god. Yeah. Yeah, this one is really hard. Fraise et melon. Melon. Fraise et melon. Fraise et melon. Yeah. Всем доброе утро, я очень тороплюсь, поэтому буду говорить быстро. В общем, мы сегодня едем в какие-то там горы, посмотреть на какой-то там замок, я просто не знаю, как он называется. Меня вообще пригласила немецкая семья, с которой я познакомилась через мероприятие от университета. То есть это такое мероприятие, где немецкая семья приглашает студентов к себе домой и проводит целый день вместе, чтобы узнать культуру, какие-то праздники, а именно нас звали на Пасху. Я поехала к ним вместе с одной моей подругой французской, потому что мне было немного страшно ехать одной в какую-то непонятную немецкую семью, с которой я никогда не встречалась. Вот, к тому же они нас забирали на машине, и было немного страшно. Эта семья оказалась очень хорошая. Мы с ними поддерживаем связь даже после вот этого мероприятия. Один раз я у них была приготовить самсы. В принципе, самсышки получились неплохие, мне кажется. Ну, а сегодня, как я сказала, мы едем в горы, на замок. И сначала я бы хотела вам показать, что помещается в эту мою любимую сумочку. Она огромная. Тут у нас... Я забыла, как ее зовут. Мидзуки, Изуки или что-то такое. Из клинок, рассекающий землю. Первым делом у нас идет штатив. Моя любимая штукенца в любых путешествиях, потому что, как вы заметили, я в основном путешествую одна. Следующее, это, конечно же, водичка, потому что мы все-таки будем подниматься в горы, и мне захочется попить. Конечно же, 2 помады. Одна вот эта моя самая любимая. Она такая вкусная, она очень красивая и пахнет просто великолепно. А вторая — это от Romand в оттенке Lovely Pink. По идее, я не хотела этот оттенок, но мне просто дали его в подарок с кушона.
с вот этим. Поэтому я не смогла выбрать оттенок. Самое интересное, что эта сумка может в себя вместить, это Instax. Я хочу с ними пофоткаться, потому что мы с ними уже очень хорошо сблизились, и просто хочется оставить себе эти моменты воспоминания вместе с Instax. Звучит как реклама. Swipe right and caught your eye. Late night, our fingers fly. Messages turning the heat. We talk. Hello friends, we are in the Pfälzer Forest. We go to the castle. Now we have problems, yeah? But on the top we have a restaurant. Whispered words in the dark. Bodies close. Freiheit, Brüderlichkeit, Waves of passion left their trace. Как я поняла, основная история, вообще такой музей на 6-м этаже, на последнем, а остальные это типа для церемоний каких-то, для мероприятий, и не так много что можно посмотреть. Мы сейчас вышли на улицу, чтобы просто прогуляться по окрестностям. Я хотела, короче, снять сейчас то, как я готовлю вот эту рисовую лапшу, и также снять мукбанг после этого, но, к сожалению, я все выкинула оттуда, потому что все было так отвратительно, типа запах такой ужасный каждого ингредиента, кроме тофу с орехами и самой лапши. Они так пахли, знаете, типа какой-то там пластик или что-то гнилое. Это было так ужасно. Просто я каждый из них понюхала, и мне просто... Ну вот. А сама лапша, она нормальная, она похожа на, знаете, я не знаю, как она называется, но мы тоже ее используем по типу такой, наверное, не прямо это. Для салата в основном. Я вот тут где-то фотку поставлю. Вообще, я хотела сказать, что в последнее время я начала увлекаться сильно китайской культурой. Но не китайской кухней. Мне очень нравится сам язык, и культура интересует больше, чем корейская. Вот я помню, что когда была маленькая, где-то 2017-16 год, я очень сильно увлекалась кей-поп, дорамами и все такое, но не было такого, знаете, что типа вот я хочу выучить их язык, я хочу типа жить там, вот никогда такого не было. А с Китаем у меня хочется выучить их язык. Я даже начала вчера ночью, до 2 часов ночи просто сидела и писала. И, по идее, у меня был выбор выучить японский, начать учить японский, либо начать учить китайский. Мне больше нравится по звучанию японский, но после моего ресерча я поняла, что китайский как будто бы легче, так как там, знаете, типа, не обязательно прям учить сами иероглифы, там нужно понять в основном вот эти 4 тона основных, и которые очень прикольные, мне нравятся, типа, мам, или вот это все. На этом я заканчиваю свой недельный влог, надеюсь, что он вам понравился. А я сейчас иду учиться, завтра тоже учиться, и все время учиться, чтобы сдать свои экзамены. Если у вас тоже экзамены, то всем удачи, всем пока!